Скорпионы, приветствую вас, меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш таро-прогноз на май 2023 года. Посмотрим, что для вас приготовил последний весенний месяц, какие события он привнесет в вашу жизнь и чем непременно вас порадует и удивит. Общая энергия месяца, что вас ждет в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, общая энергия месяца. У вас туз пентаклей. Ну, уже шикарное начало, потому что, как мы знаем, это карта шанса свыше. Это новый росток жизни, это новые возможности, это новые перспективы. То есть успешное начало любых проектов, особенно если это вы будете делать после ретро-меркурия, то есть после 5 мая, можете себе пометить в своем блокноте. Начинание в любых сферах, будь то обучение, новая работа, отношения, просто там, не знаю, вы пошли в новый тренажерный зал или общаетесь с новым преподавателем и пытаетесь себя реализовать в какой-то нише. Все будет успешно, все будет в плюс. Начинают инвестиции и каких-то новых проектов. Опять же, карта прибыли, карта новых возможностей, успешных вложений и крупных покупок, которые, конечно же, оправданы. Посмотрим, в какой нише это будет у вас. Здесь у нас ложится паж мечей. Но это анализировать или как инвестировать свои деньги, или как найти новый источник дохода. То есть вы будете обеспокоены двумя вещами. И могу сказать, действительно успешно здесь у вас пройдет вот это, не то чтобы ваши потуги, но ваши способы нарыть, докопаться до информации, до сути вещей и достичь результата. Если смотреть вопросы работы, карьеры и вашей реализации, восьмерка мечей говорит о ситуации, что какой-то очень длительный период вы были закрыты, не было возможности раскрыть ваш потенциал. Кто-то или что-то подрезало вам крылья. То есть какая-то геополитическая ситуация или, может быть, у вас были какие-то перипетии в жизни, когда вы не могли найти себя, свою нишу и ощущали себя ограниченным. Но посмотрите, клетка на текущем этапе открыта. То есть вы можете спокойно из нее выйти и дать себе волю в плане вашей реализации. Посмотрим, так ли это будет. Для тех, кто у нас свободен, то есть имеется в виду сейчас не работает. Это пенсионеры, это домохозяйки, это могут быть студенты, ну, люди, которые, знаете, как уже по ряду причин сейчас не могут раскрыть и реализовать себя в карьере. По королеве жезлов это мотивация, это стремление, но это больше указывает здесь на какие-то курсы, на изучение информации, при помощи которой вы впоследствии сможете зарабатывать. То есть прямого трудоустройства здесь я не вижу. Опять же, по королеве жезлов это может в отношении вас проходить какая-то поддержка со стороны женщины огненной стихии. Овен, лев или стрелец. Женщины очень яркой, энергичной, амбициозной, которая вас будет, знаете, как толкать, будет вашим трамплином для начинаний, для новых свершений. Если вы соискатель, восьмерка мечей и десятка жезлов. Очень тяжело. Потому что большие цели, большие амбиции, большие планы, но не знаете, куда податься с вашими талантами. По принципу, кому я нужен со своим опытом, со своим стажем или со своими навыками. Это больше как вопрос неуверенности в себе, который нужно проработать. Сейчас даже дотяну. Удастся ли вам? Удастся. Туз мечей. Ключ от ситуации в ваших руках, а вся проблема в вашей голове. То есть в тех ограничениях, которые вы ставите себе сами. Вот над этим действительно нужно будет очень глубоко поработать, проанализировать эту ситуацию. Кстати, вот эти карты, они указывают, что вы можете самостоятельно искать какую-то информацию в интернете, искать, к чему у вас есть предрасположенность, какие таланты, потенциалы у вас заложены и как их раскрыть. Потому что у каждого из нас в течение жизни может меняться карьера, сфера деятельности, причем меняться кардинально. И все мы заложены с разноплановыми навыками. Это как раз нам дается для того, чтобы в случае каких-то глобальных кардинальных перемен в жизни человек мог адаптироваться и раскрыть свой потенциал. Поэтому у одного и того же человека могут быть и таланты к музицированию, и человек может быть хорошим пекарем, и помимо всего прочего, не знаю, там, к садоводству у него тяга, да, а у кого-то там недвижимость, вопросы инженерии и прочее. То есть здесь, смотрите, это способ, как легко лавировать и менять сферу деятельности. Вот здесь вам нужно с этим будет разобраться.
Для тех, кто у нас является наемным сотрудником, не зря сказала про лавировать, потому что по двойке пентаклей вы можете ощущать, что положение является шатким, и как следствие, даже если вы сейчас работаете, вы можете понимать или осознавать, что расти здесь некуда больше, вам хочется больше, и вы будете искать альтернативу. То есть для кого-то это подработка, для кого-то мысли, планы и цели, перейти на новое место работы. И смотрим ситуацию для тех, у кого свой собственный бизнес. По девятке жезлов. Сложная ситуация, потому что сейчас вы ощущаете некий как бы застой или, может быть, уменьшение активности вашей клиентской базы, ваших заказчиков или там вашей целевой аудитории. Но это такой некий временный период. Кстати, здесь очень полезным будет такое желание, решение выполнить аудит вашей деятельности, ваших сотрудников и посмотреть на вот эти вот проблемные места, выявить их в плане, допустим, предоставление качества услуг вашего сервиса или качества той группы товаров, которую вы предоставляете. То есть, чтобы устранить вот эти недочеты и, как следствие, выйти на новый уровень заработка. Финансовая сторона вопроса по колеснице. Ну, тише едешь, дальше будешь. Однозначно финансы здесь есть. И в большей степени это актуально для женщин, потому что здесь женщина у руля, пусть она движется медленно, но стабильно. Доход здесь хороший. Для мужчин это стабильность благодаря женщине. Женщина, которая мотивирует, толкает, которая, может быть, помогает финансово. И, как ни странно, кстати, еще такой нюанс. Посмотрите, вот здесь может быть крупная покупка. Если вы планировали покупать автомобиль или, может быть, было в планах круизное путешествие, траты на переезд, на смену места жительства, то сейчас самое время, потому что для вас это будет оправдано. Если мы посмотрим с вами сферу здоровья, десятка мечей, негативный аркан. Но здесь, смотрите, это не вопрос, не могу сказать, что прям физического ухудшения здоровья. Здесь даже, как видите, визуальный ряд, все иголки идут в голову. Как говорят в Украине, да, за дурной головы и ногам работа. То есть ваши мысли отравляют вам жизнь, ваши переживания и ваши стрессы. И ваша основная задача справляться с этим. У кого-то терапия с психологом или с психотерапевтом. Для кого-то это может быть какие-то иные нетрадиционные методы, способы снятия стресса, как нетрадиционная медицина, иглоукалывание, либо просто вопросы биоэнергетики. У каждого будет по-разному, но вам нужно будет заняться непосредственно этим вопросом. Вот сейчас даже открываю, потому что, видите, по рыцарю Пентаклей ситуация уже длительного характера, то, что вы стрессуете, и может перейти в хроническую форму с букетом дополнительных болезней. Поэтому лучше сейчас это купировать. Личная жизнь. Ну, по двойке чаш, что здесь желать лучшего? Карта прекрасная, потому что карта единения, карта любви, взаимодействия, контакта, компромисса, укрепления союза. Поэтому здесь все супер. Будем смотреть по ситуации для каждого из вас. Для тех, кто у нас свободен, но тут же своей персоной император. Для девушек это обретение мужчины, это построение новых гармоничных взаимоотношений, причем мужчина выше вас по социальному плану. Для мужчины это, знаете, как вступить в отношения, где, ну, услышьте меня, да, вам будут льстить. И вам будет казаться, что вы управляете всеми, по факту управляют вами. Поэтому будьте здесь внимательны. Поэтому за какими-то глубокими комплиментами может быть открыта попытка манипуляции вами. Если вы в любовных треугольниках, у нас здесь ложится король Пентаклей, но в женской ипостаси, с женской энергетикой. Это говорит о том, что в этом союзе сильнее и активнее женщина, и женщина будет продавливать мужчину для создания крепкого, прочного, стабильного союза. Если меня смотрят девушки нетрадиционной ориентации, то по этой связке карт это как определиться с партнерством и уже как выбрать себе пару, то есть с кем вы будете оставаться, строить этот стабильный союз. Если же вы в прочных, стабильных отношениях,
У нас здесь двойка чаш и пятерка жезлов. Это может быть как вопросы внутренней конкуренции в партнерстве, то есть по принципу «кто в доме хозяин». Потому что мужчинам будет казаться, что здесь вами манипулирует, управляет женщина, да, вы как пешка в ее руке. По факту это не так. То есть ситуация, когда вы себя здесь накручиваете или наворачиваете. Для женщин могу сказать, вам может казаться, что вы правите балом, но опять же по факту вы здесь обманываетесь, поэтому задумайтесь, так ли это. И здесь арканы указывают, что лучше действовать в кооперации, нежели соперничать друг с другом и пытаться кому-то что-то доказать. Если смотреть рекомендацию, девятка чаш, радость жизни, полнота жизни, счастье, роскошь, довольство, физические удовольствия. Это прекрасный месяц для праздников, путешествий, отдыха, крупных покупок, когда вот вы себя радуете и прям пищите от восторга, потому что это, допустим, то, что вы хотели приобрести, ну, там, давно, длительный период. И сейчас это идет исполнение мечты, идет радость от этого. Поэтому наслаждайтесь жизнью, насколько это возможно в сегодняшних реалиях. Пытайтесь себе создать праздник жизни, вам это необходимо как никогда. Смотрим с вами на неожиданность периода. Что здесь у нас будет по факту? Ох, какая вам падает карта. Аркан мудрости. Карта, которая призывает вас, не зря здесь, смотрите, и сова, и олень, и маяк, и тюльпан. Ну, то есть все ипостаси мудрости, то есть все символы мудрости. То есть быть дальновидным, быть мудрым. В первую очередь, как предостеречь себя от шторма, от каких-то сложных ситуаций, просчитать ситуацию наперед, не спешить в принятии решений, действовать выверенно. Но опять же, не забывать о том, что вы наполняетесь какой-то энергией, поэтому не забывайте себя радовать и баловать какими-то мелочами или какими-то, говорю, крупными покупками. Почему? Потому что сейчас это необходимо, и это будет какой-то дальновидный шаг в будущее. Ну, к примеру, вы думаете, куда проинвестировать деньги, то вы можете вложиться не в новый проект, в новый стартап, да, по принципу, чтобы деньги работали, а, как ни странно, вы можете вложиться в недвижимость или в автомобиль, хотя это не считается правильными инвестициями, но в вашем случае это почему-то будет дальновидным, поэтому подумайте над этим. Вот такой расклад, вот такая информация вам на этот период. Слушайте, месяц очень комфортный, очень яркий, поэтому пусть так и будет. И закрою я вам его соответствующим образом. Вы же, пожалуйста, по прошествии периода не забудьте, напишите, дайте знать, как для вас отыгралась эта информация и этот период в целом. Я вам буду признательна за обратную связь. Для тех же, для кого актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас благодарю за просмотр, за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч!